Всем привет! Вот как видите, имею трансформатор. Данный трансформатор от микроволновки, мощность 700 Вт. И попробую я с него сделать что-нибудь полезного. Значит, в первую очередь надо очистить наш трансформатор, удалить все из трансформатора, кроме первичной обмотки. Также обязательно убираем шунты пластиковые и пластинки, которые ограничивают ток. Вот так надо очистить трансформатор от ненужных обмоток. Оставить только первичную, первую обмотку. Но надо чистить очень аккуратно и осторожно, чтобы эту обмотку не повредить. Теперь наматывать буду вторичную обмотку вот таким проводом. Длина провода 1,5 метра, толщина 1 сантиметр. Чтобы не уменьшить мощность данного трансформатора, длина провода должна быть наименьшей из возможной. Провод надо наматывать ровненько, чтобы витки были ровные и затянутые плотно. У меня провод толстенький, 10 миллиметров. На данный трансформатор больше как 3 витка невозможно намотать. Дальше для данной самоделки нам нужно будет вот такая решеточка, сеточка, вентилятор, включатель, кусочки проводов. И вот такой я имею каркасик металлический с крышечкой. В данном каркасике делаем отверстие для проводов, для включателя, и в крышке сделаем отверстие сверху для вентилятора. А потом это все будем монтировать на данный каркасик. Итак, каркасик подготовил, сделал все отверстия, которые нам нужны. И теперь буду все монтировать на данный каркас.
вот окультурил немножко, подкрасил данный аппаратик, как видите. Потом сделал вот такую ручку, вот такие крокодильчики. На крокодильчике установил вот такие электродики и сделал вот такие провода, чтобы было бы удобно работать в недоступных местах. Ну а теперь давайте посмотрим, какое выдает напряжение наш аппаратик. Как видим, данный аппаратик, данный трансформатор выдает 2,6 вольта, а это совсем неплохо, это даже хорошие показатели. При таких показаниях примерно где-то будет ток 500 ампер. К сожалению, измерить тока я не могу, так как у меня нету амперметра. А теперь подключаем провода и тестируем. Ну вот, подрубили проводочки, так сказать, их удлинили, подключили микрик. Вот он. Теперь включаем наш аппаратик и смотрим, на что он способен. Включаем кнопочку. Итак, как видим, аппарат работает, вентилятор шумит, дует. Вентилятор для данного аппарата обязательно нужен. Теперь я подключивши на провода вот такие электроды. Можно подключить вот такие крокодильчики. Давайте попробуем теперь что-нибудь подогреть. Допустим, вот этот гвоздик. Секунда, и он красный. Представим, что нам надо разогреть вот эту гайку. Пожалуйста. Не имею медных сгонов, чтобы показать, но имею вот такие медные трубочки. И теперь я попробую данные трубочки нагреть место горелки при помощи данного аппарата. Как видим, пару секунд и припой плавится. О, рекой текет. Всего лишь пару секунд. И вот таким принципом с помощью данного аппарата можно нагреть медные сгоны и запаять. Так же само можно и тоненькую трубочку нагреть. Если на крокодиля кончики электродов замкнутые, можно просто использовать как паяльник наши электроды. Как видим, данный аппаратик прекрасно работает. При помощи данного аппарата можно нагреть какую-то гаечку, какой-то кусочек металла, какие-то сгоны медные и использовать его как паяльник вместо газовой горелки и так далее, и запаять какую-то детальку. И много-много еще где можно использовать данный аппарат. Данного аппарата цена копейки, а как видим, вещь классная. А на этом я заканчиваю свой видеообзор. Всем спасибо за внимание, всем пока.